переходим к следующему блоку вопросов. Строение чакр. Мы пройдем по всем 12 чакрам. В большинстве случаев они имеют общее принципиальное строение. Основная суть в чем? То, что мы проходили, лепестки символика, в основном они отображают, скажем, прямые программы. Меня это не устраивает, я против. Да, и они отображаются в этом случае на лепестках, на символике. Внутри чакр проблемы выстроены немного по-другому. То есть, да, я там предан Богу, а что при этом человек внутри про себя думает, переживает, говорит там где-то не со сцены, а где-то за углом, это совсем другая история. Да, основные мотивы – это скрытые мотивы. Да, воздействия во многих случаях идут не на чакру в целом, а на ее какие-то отдельные части, да, которые находятся внутри. Но во многих случаях все эти мелкотурные вопросы, которые находятся внутри, имеют все шансы стать доминирующими и сбросить человека куда-нибудь в кювет. Да, одни из основных причин, почему человек уходит с пути света, они в том числе находятся здесь, на уровне, в основном это на уровне двуличия. Глаза одно, за глаза другое. И человек считает, что вот такое двуличие, оно правильное, оно обоснованное. Сами программы, если там против Бога, против служения, против духовного закона, здесь они имеют другое качество. Первый блок вопросов – это использование Бога. Да? То есть в данном случае, что такое использование? Я хочу брать, мне нравится вкусная энергия, там, брать, все, что можно взять. А в ответ по-разному. Лучше, конечно, если это человек, извините, обормот, ничего. Да? Или ничего, или там чуть-чуть, что-то символическое. Это не предполагает, что человек ценит то, что он получает. Да, он берет, ему все мало, он недоволен там, одним, вторым, третьим, пятым, десятым. Да, это хорошо, но он не готов сражаться за иерархию света. Он готов брать и предъявлять претензии и обижаться. Да, когда его аппетит не удовлетворен, он все равно в конце концов куда-то уходит. Да, это вот, собственно, в целом линия поведения. Бог мне должен, и дальше оглашается весь список. Защищать от неблагоприятных ситуаций, давать много энергии, давать там зарплату, давать чувства. И дальше вот он мне должен. Все. А в плане служения или в плане там, самореализации, в плане ответственности за себя, за свою судьбу, в плане долга перед собой, перед высшими силами и так далее. Какая ответственность? Я же еще не готов. Я еще не решил свои вопросы. Я не могу брать загребущими руками может, а давать ручки становятся такие маленькие-маленькие, ничего не могут сделать. Да, порассуждать, умный такой. А если решить задачу, головка маленькая-маленькая, ничего не способна думать. Ножки маленькие-маленькие. Да, вот, это вот такой человек. Да? Бог не имеет права воспитывать, наказывать. Это несправедливо по отношению к человеку, если что-то происходит. Человек же вот, судья, да, судья, он же любимый там, сын, дочь, поэтому готов брать большой лопатой, а отдавать. Попробуй рассмотри, что он там отдал. Теневые кабинеты. Это что? Есть инфицированная мыслительная структура с двуличием, да, и вокруг нее формируются теневые кабинеты. Ну и своего рода микроэгрегоры. Ну что такое эгрегор? Да, есть какая-то территория защищенная, огороженная, и там чмошки бегают. Ну, в данном случае чмошки бегают. И они уже думают, каким образом человека направить в ту или иную сторону. Вот в данном случае, да, когда это двуличие, я беру, я ж обещаю, за мной же будут гигантские там результаты, я ж перспективный, да. Но на самом деле это все брать, а потом непонятно что. Да? В данном случае одно из основных, что попадает под эти программы, это теневое управление. Да? Формируются соответствующие конструкции, если их много, они будут вообще забивать чакру, перекрывать потоки, вообще сахасрара перестает работать. Там много нагородил такого двуличного. Там, где много откровенного какого-то негатива, вне слуха, там и про себя, там уже чмошечки приходят в открытую, там подселение, сущности с ложечками, с
трубочками, кушать, откачивать, подключение вставочки. Это то, что изнутри чакры мы вычищаем. Благодарность, когда вы благодарны? Когда вы счастливы, вы благодарны. Несчастный, значит неблагодарный. Бог должен защищать меня от всех неприятностей в этой жизни. Он тебе ничего не должен. Он тебе дал душу, тело, руки, ноги, возможность изменяться, действовать. И, пожалуйста, будь добр, учись, становись сильным, становись ответственным. Он тебе ничего не должен. Он дал тебе больше, чем ты заслужил. Программа «Бог должен давать благо». Мне должен, не дает, не прав, я на него обиделся, он поганый. На всякий случай, что такое должен? Вы оказали там кому-то, да, и Богу неоценимую услугу, он видит, задолжал. И у него есть совесть, и он должен вам компенсировать ваши непосильные труды. В ближайшие миллионы лет вам это не грозит. По вашим заслугам и подвигам. Да, это воспитание, да, человек живет на энергиях высших сил, у него в тонком мире там, сила, живущая на земле. О людях заботятся, чтобы они подрастали в ползунковой группе. Да, человек живет на энергии, которую дают высшие силы. Он дает чувства, таланты, там, здоровье, если человек заслужил, да, семью, и так далее. Вот те блага, которые получает человек в той мере, которую он заслуживает. Да, не всегда представление человека, что является благом, совпадают с представлениями высших сил. Кто-то видит себя овощем на диване, но это не та цель, зачем создавали человека. Ты должен быть сильным, ты должен быть эффективным. Да, во многих случаях упорная тренировка и суровые испытания гораздо ценнее, чем какая-то изнеженная жизнь. Вместо «Бог должен», да, моя цель – все заслужить. И покровительство, энергию, чувства, высокие состояния, все, что тебе нужно, познавай духовный закон, формулируй все необходимые требования и выполняй их. Это и есть путь, это и есть ответственность человека. Заслужить, пойми и сделай. Все остальное от лукавого. Только там нужно заслуживать. Я напоминаю, что в большинстве случаев один уровень развития человек проходит там в среднем за 15, может быть за 10, если он чемпион. Воплощений. Поэтому, если вы этот маршрут хотя бы немного ускоряете, вы уже должны быть благодарны Богу с утра и до упора. Бесконечно благодарны. Но если человек не ценит то, что он приобретает, ему сколько-то все равно мало. Мало. Не прав человек. Если он не ценит то, что ему дают, а зачем же ему дальше помогать? Благодарность в том числе человеку, что дается там 1, 2, 5, 10. Для чего? Почувствуй, оцени. Это же классно. Да? Оцени, включай благодарность и действуй. Но большинство людей, они получили, дальше сказали, мало получили, и действий нет. И они уходят со светлого пути. Да? Ценить нужно то, что получаешь. Дальше. Подлость сжигают дотла. То есть человек что-то делает для того, чтобы сделать какую-то гадость. Пути. Ох, как хорошо вляпался. Yes! Да, вот подлость. Входить в доверие, там, в глаза говорить одно, а на самом деле готовить какую-то гадость. И радоваться, что эта гадость произошла. И вот, были мои проблемы, станут вашими проблемами. Невыполненные дела, там, долги, ответственность. Себя переложить на другого. И сказать, я здесь ни при чем. Что? Дальше предательство, да, по всем религиям, источникам, да, в большинстве случаев, что тебя ждут? Нижние круги ада. Да? Что такое предательство? Тем, кто дает тебе благо, ты делаешь большую гадость. Нарушаешь там обязательства, нарушаешь клятву, бьешь спину, да? И так далее. Что такое предательство, надеюсь, все понимают. Говоришь одно, да, торжественно обещаешь, делаешь прямо противоположное. Сразу, позже не имеет значения. В данном случае по Сахасраре, это в том числе по отношению к Богу, да, это примерно такого плана. Бог, подожди, мне тут нужно держать подзаработать. Или что-нибудь в этом духе. Это не важно, что я бессмертная душа и живу за счет того, что ты мне даешь энергию. Если лишить покровительства, то несколько дней человек не проживет. Это не важно. Вот это твоя ответственность. Как ты живешь, кем ты являешься, решаешь ли ты свои задачи. Что дает больше всего человеку счастье, наслаждение? Да, общение, чувства там. Что является основными ценностями? Так нужно подумать и ценить то, что дает
сердцу радость. Там мощный поток, который идет, да, через Сахасрару, Вишудха, до копчика зажигает огненный шар, говорит, вау, энергия, вот она сила. Да, вот этот момент, который я так долго ждал.